Всем привет и добро пожаловать! В этом видео я покажу вам подборку своих парфюмов, про которые сейчас у меня больше всего спрашивают, что у вас за парфюм. Итак, первый парфюм от бренда D'Orsay, который называется Je Proche un Mystère. Вот таким вот образом он выглядит. Этот парфюм это для меня на самом деле открытие. Он не раскручен, не так, чтобы все о нем говорили. Он не так давно появился. Это кремовый парфюм, такой на древесной базе. Здесь есть кедр, черный перец немножко, да, и здесь еще заявлен сандал. Но здесь нет вот этого ощущения, которое часто бывает у меня от парфюмов с сандалом. Это когда как будто вы заходите вот в какую-то индийскую лавку, да, какую-то такую восточную лавку с пряностями. Там вот это вот такая вот композиция, как будто вот она с какой-то кислинкой. Здесь этого вообще нет. Супер стойкий, супер нежный, на работу, куда-то на выход, на встречу. Очень хороший в плане своей стойкости. Он не сильно меняется вот в течение дня в плане своего раскрытия, но он остается такой очень нежный, такой вот кремовый, чуть-чуть сладковатый, он не сладкий, такой сладковатой базой на коже. Поэтому если вы в поисках вот такого универсального солдата, который не у каждой второй, обязательно присмотритесь. Как обычно, я ничего не советую покупать вслепую, обязательно все тестируйте, проверяйте, если у вас есть возможность. Но для меня это прямо открытие этого года. Я очень довольна этим парфюмом, я очень часто им пользуюсь. Следующий парфюм, про который у меня тоже очень часто спрашивали, в том числе и незнакомые люди, что у вас за парфюм, как от вас приятно пахнет. Это парфюм, который называется From the Garden от бренда Maison Margiela. Их вот эта серия реплика. Я думаю, что если вы увлекаетесь парфюмерией, вы знаете этот бренд. Это недавний их запуск. Если я ничего не путаю, это сделал Оливье Кресп, и, по-моему, он вышел в 23-м году. Итак, этот парфюм. Это очень свежий такой мандариновый парфюм, в котором есть такая вот интересная задумка. Здесь добавлена вот эта вот модная, назовем это так, история. Если вы читаете фрагрантику, если вы увлекаетесь, то вы знаете, что вот эта нота томатной ботвы, да, то есть вот этот вот сам лист томата, вот здесь он добавлен. И вы мне скажете: Наталья, ну кто в здравом уме хочет пахнуть как помидор, да, то есть томат, я вам рад. Никто не хочет такого. Поэтому вы нанесли парфюм, и у вас не должно быть эффекта того, что вы вышли из парника. Я думаю, что люди, которые увлекаются садоводством, сейчас меня поняли. Но дело в том, что вот именно этот акцент, вот этой вот томатной ботвы, вот этот томатный лист, он здесь ощущается, во-первых, только теми, кто очень хорошо разбирается в парфюмерии, в состоянии уловить это. Но большинство окружающих чувствуют его как приятный такой цитрусово-цветочный, интересный аромат. Никто не считывает вот эту вот ноту томата, да, здесь, но она добавляет этому аромату какой-то интересный акцент. Я считаю, что это супер замечательный вариант на именно весну и на лето. Он очень освежает, и в отличие от своих собратьев, вот такие цитрусово-свежие ароматы, он очень стойкий. То есть это прямо в течение дня я периодически его ощущала, да, к вечеру он совершенно точно затихает, но от одежды он пахнет очень долго, до стирки. Интересный аромат. Если вы такая любительница или любитель таких модных ароматов, свежих, и вам все надоело, то вот это прямо супер история. Я рада, что у меня она появилась в моей коллекции. Это крошка, так что я настоятельно рекомендую ее протестировать. Следующий аромат, такая редкая штучка в моей коллекции. Этот аромат называется Lake Balaton от бренда Superge или Superz. Вот так вот он выглядит. Потрясающий просто красоты флакон. Здесь сделана такая гравировка, где нарисовано такое вот озеро. Этот парфюм, он ни в коем случае не является копией Баккары. Просто здесь тоже есть шафран, тоже есть минеральность, такая цитрусовость и амбра. Это ни в коем случае не какой-то вот клон, как я и сказала, Баккары, например, какие-то арабские его версии или вдохновленный. Нет, все-таки это самостоятельный парфюм. Он как будто, вот представьте, что вы сидите
на берегу красивого озера, и при этом вы пьете безалкогольный коктейль. Вот в нем есть какая-то такая коктейльность, не алкогольность, но в целом вот это все вместе, вот этот шафран, вот это какая-то чуть-чуть, может быть, даже кока-кольность. Очень классный парфюм. Не могу сказать, что он длится весь день, примерно на полдня мне его хватает. Про этот парфюм у меня тоже частенько спрашивали, пока я его носила. И они просто говорят: о, у вас такой интересный парфюм, какой-то необычный. То есть люди говорят: о, что-то очень необычное и очень приятное. Вот Лейк Балатон, друзья мои, тоже парфюм, который не раскручен на, скажем так, просторах, да, парфюмерного интернета. Опять же, если вы нормально относитесь к минеральным парфюмам, то он вам обязательно понравится. Еще два парфюма от бренда из Турции, который называется Seven Gates. У меня вот два таких их travel небольших набора. Я расскажу только про два парфюма отсюда. Я могу сказать, что этот бренд, он вполне себе составит конкуренцию тому же Нишане, о котором вы все наверняка знаете. Парфюмы все собраны очень точно, сложно. Люди, которые создавали этот бренд, явно очень любят и уважают парфюмерию. Мне в этом наборе очень понравился парфюм, который называется Heroine, то есть, наверное, героиня. Такое немножко футуристичное у него оформление. Сам парфюм — это такой очень нежный, женственный, ирисово-фиалковый парфюм. Я бы сказала, что это парфюм про современную женственность, при этом он для меня совершенно не ретро, потому что очень часто парфюмы вот с мускусом, с ирисом, они часто бывают в такую немножко такую винтажную историю. Здесь нет, даже само оформление флакона говорит о том, что это такая современная женщина. И я действительно от женщин получала вопрос: что у вас это за парфюм, очень приятно. Это очень нежный, очень женственный парфюм. Опять же, на тему ирисов огромное количество разных композиций, но если вы, например, живете в Турции, у вас есть возможность, вы там бываете, обязательно посетите их магазин, попробуйте, мне очень понравилось. Еще один парфюм, он называется AI Fragment, это амброво-древесный такой парфюм. Немножко он с цветами здесь. Что я могу сказать? Это парфюм, мне он чем-то очень отдаленно напомнил парфюм от бренда Initio Side Effect. В таком стиле это сделано. Опять же, стоит это значительно дешевле в полноразмере. И великолепная стойкость. Оригинально, красиво. Я вам советую обязательно присмотреться к этому бренду. Я вообще просто в полном от него восторге. Вот такое вот у меня получилось видео. Буду очень признательна, если вы поделитесь в комментариях, знаете ли вы эти парфюмы, нравятся они вам или нет. Ну, а я с вами прощаюсь. Как обычно, всего вам самого хорошего.